Привет! Сериалу «Друзья» недавно исполнилось 17 лет, но для многих из нас он все еще остается актуальным и смешным. Тем более, недавно вышла специальная серия «Реюнион» создателей сериала и актеров. Чем не повод пересмотреть сериал? В связи с этим сегодня на канале будет необычное видео. Анализ персонажа сериала Фиби Буффе с гитарной точки зрения. Не воспринимайте это видео слишком серьезно. Я довольно поздно добрался до «Друзей» и посмотрел сериал со второй попытки уже на Netflix. С тех пор этот ситком занял одно из почетных мест на верхушке моего личного топа комедийных сериалов. Если вы еще не смотрели «Друзей», рекомендую и предупреждаю, что дальше видео будут спойлером. Oh no. В этом видео будет несколько рубрик. Мы поговорим про отношения актрисы Лизы Кудроу к гитаре, посмотрим на эволюцию гитарной техники Фиби, разберем методический подход Фиби к обучению и самообучению, а также взглянем на гитары, на которых она играла на протяжении сериала. Поехали. Фиби самый странный, хаотично добрый персонаж из шестерки друзей. Фиби вегетарианка, она работает массажисткой, а также играет на гитаре и поет свои песни. По ходу сериала мы узнаем, что она рано потеряла мать, успела пожить на улице, успела пожить в Европе, а также, что у нее есть родная сестра-близнец. So much you don't know. Фиби играет отличная, тогда еще начинающая актриса Лиза Кудроу. По слухам, во время подготовки сериала Лиза с трудом осваивала игру на гитаре и даже пыталась уговорить продюсеров поменять гитару на бонго. К счастью, для ее персонажа было не обязательно виртуозно владеть инструментом, и она остановилась лишь на нескольких аккордах. Oh, I wish I could, but I don't want to. Можно предположить, что до «Друзей» Лиза вообще не играла на гитаре. В этом предположении мне помогли дедуктивные навыки Шерлока и детектива Пикачу. Вот что я имею в виду. В первом сезоне Фиби играет в открытом строе. Это особый вид настройки гитары, при котором открытые струны сами по себе уже звучат как аккорд. В таком случае, если вам нужно зажать и перемещать аккорд, это можно буквально делать одним пальцем. Судя по всему, ставить аккорды в стандартном строе Лизе было сложно, но играть на гитаре нужно было уже сейчас, и продюсеры просто нашли изящное решение. Но не стоит воспринимать открытые строи как строи для безнадежных новичков, в них можно играть очень классно. Интересно то, что в первом сезоне с адаптированным строем Фиби использует разные открытые строи. Здесь есть Open A, Resent you so much. Open D, I made a man with Open E minor, found their bodies. Open E flat. Okay, thank you very much. Буквы, которые я сейчас произносил, это аккорды, в которые нужно настроить гитару. Иногда даже одна и та же гитара может быть настроена по-разному в одном и том же эпизоде. Возможно, песни придумывались под гитару в стандартном строе, а затем гитара перестраивалась в строй, наиболее близкий к аккордам с открытыми струнами тональности песни. Или, может быть, гитара настраивалась в тональность, в которой Лизе было удобнее петь. Тут я уже не могу сказать наверняка. Также Фиби левша, это видно лишь в паре моментов сериала. Но она играет как правша, зажимая аккорды левой рукой. Лично я считаю, что это отличное решение для левшей, которые хотят научиться играть на гитаре. Вам все равно нужно будет использовать обе руки, и нельзя сказать, что одна из них намного важнее, чем другая. Да и заморочек с выбором гитары намного меньше. Иногда лень Фиби или необходимость иметь длинные ногти в кадре берут вверх, и она зажимает аккорды, сплющивая пальцы, для того, чтобы получалось их зажимать. It only takes 2 heart attacks to finally make you see. Почти всегда Фиби аккомпанирует себе, задавая пульс большим пальцем правой руки. Всего один раз в сериале, в первом сезоне, она играет перебор. New York City has no power, and the milk is getting sour. But to me it is not scary, 'cause I stay away from dairy. La, 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 la. Играя бой, Фиби фиксирует остальные 3 пальца на деке. Feeding you, smelly cat, smelly. В целом это неплохое решение, если вы не собираетесь использовать что-то кроме большого пальца. Среди профессиональных музыкантов вы редко встретите такую постановку, однако есть легенда джазовой гитары Вес Монгомери, кто держал правую руку именно так. Между съемками первого и второго сезонов Лиза Кудроу все-таки победила стандартный строй и аккорды E, A и D,
на которых строится большинство ее песен. Однако в паре случаев будут мелькать и майнор, C и даже зажатый одним пальцем G. К сожалению или нет, после перехода в стандартный строй гармонии песен стали проще и в большинстве случаев будут сводиться к вышеназванным A, E, D. Давайте разберем самую известную песню Фиби, чтобы убедиться в этом. И, конечно же, речь пойдет про драного кота в оригинале Smelly Cat. На протяжении сериала, а также после, Фиби успела сыграть ее с Криси Хайнд, Smelly cat, smelly cat. Крисом Айзеком, Smelly cat, smelly cat. Тейлор Свифт, а также в недавнем спешле с Леди Гагой. Smelly cat, it's not your fault. Теперь про сам разбор. Нам потребуется 3 аккорда. Это Е или ми мажор, это А или ля мажор, и это Д или ре мажор. Все очень просто. В правой руке мы будем проводить большим пальцем, чтобы играть так же аутентично, как в Фиби. Можно поставить 3 пальца на деку и просто проводить большим пальцем вниз вместе с пульсом песни. Вот что получится. Вначале начинаем с аккорда Е, проводим 2 раза. Smelly cat. Меняем аккорд на А. Smelly cat. Еще 2 раза. Меняем аккорд на Д. What are they feeding you? Здесь я провел D 1 раз, А 1 раз, 2 раза Е. Дальше все точно так же. Smelly cat, it's not your fault. Ну, собственно, вот и все. Куплет можно играть примерно так же. Отношение к теории, точнее к тому небольшому кусочку теории, что нужно Фиби, меняется у героини на протяжении сериала. Во 2-м сезоне Фиби знает название аккордов. Okay. So, how many chords do you know? All of them. Oh, yeah? So you know D? Yeah. Okay. Do you know A minor? Yeah. Okay. Do you know how to go from D to A minor? Yeah. Okay. В 5-м утверждает, что никогда не учила их названия. I don't know the actual names of the chords, but I made up names for the way my hand looks while I'm doing them. So then, this is bear claw. Okay, turkey leg, and old lady. What an interesting approach to guitar instruction. Но благодаря этому изменению мы получили супер смешной эпизод, где Фиби учит Джоуи играть на гитаре. Oh, no, you don't touch the guitar. No. First you learn here, then you learn here. Okay. В целом Фиби больше автор-исполнитель, и ее талант лучше раскрывается в написании песен, чем в игре на гитаре. Несмотря на то, что остальные друзья относятся к Фиби скорее снисходительно, у нее определенно есть свой стиль. What kind of music do you play? Well, like acoustic, folksy stuff, you know. But right now I'm working on a couple of Iron Maiden covers. Теперь поговорим про гитары. В основном Фиби предпочитает большие гитары формы Dreadnought. Чаще всего мы будем встречать Фиби с этой гитарой. Dark Red Gibson Gospel. Фиби начинает играть на ней в конце 2-го сезона и уже не расстается с ней до конца сериала. До этого героиня успела поиграть на гитарах Yamaha, Martin и Guild. И все же один раз в 5-м сезоне Фиби будет играть на другой гитаре, очень похожей на фирменный Gibson Epiphone Dark Red Acoustic. Гитары очень похожи внешне, и именно этой гитаре предстоит участь упасть на пол в руках Джоуи. And I promise I won't touch a guitar until you say I'm ready. You really think I'm ready? Uh-huh. Wow, cool. Okay. Was the chord at least right before? No. Yeah. Пожалуй, это все, что я могу сказать про стиль и технику игры Фиби Буффе. Надеюсь, вы узнали что-то новое для себя.
Если вам понравился формат, пожалуйста, напишите комментарий, гитарный обзор на какого персонажа вы хотели бы увидеть. Большое спасибо за просмотр. Пишите в комментарии ваш любимый момент с Фиби, какая из ее песен вам больше понравилась или запомнилась. Также, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами Драный Кот.